Приветствую вас, друзья! Сегодня готовим постную выпечку к чаю. Воздушный, очень нежный маник из простых, самых доступных ингредиентов, которые у всех есть под рукой. И самое главное, что эта выпечка очень бюджетная и получается невероятно вкусная. Все ингредиенты на самом деле очень простые. В отдельную емкость всыпаем 200 грамм манки, добавляем сюда немного ванильного порошка, можно заменить его на ванильный сахар. Сахар я добавляю по вкусу, то есть имею в виду обычный сахар. Нам понадобится 6 столовых ложек. Кто любит менее сладкую выпечку, добавьте меньше. Заливаем все это водой. И сюда же я отправлю 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Перемешиваем и даем манке набухнуть. После того, как вы добавили все ингредиенты, нужно дать манке набухнуть как можно лучше. Дайте ей постоять примерно полчаса, лучше даже час. За это время она разбухнет, и сам маник в итоге получится намного воздушнее и намного вкуснее. Кроме манки нам еще понадобится мука, 4 столовые ложки. Кстати, все ингредиенты будут показаны в самом конце видео, не пропустите. Сюда же отправлю 10 грамм разрыхлителя, то есть один пакетик. Смешиваем и отправим к разбухшей манке. Муку с разрыхлителем лучше просеять, чтобы она насытилась кислородом и выпечка была еще пышнее. Отправим в массу чайную ложечку лимонного сока. И для аромата цедру одного лимона. Главное только вот эту желтенькую ароматную часть. Белая нам не нужна, она горчит. Можете добавить в тесто вместо лимонной цедры, например, апельсиновую. Я готовила маник по этому рецепту с апельсиновой цедрой, тоже получается очень вкусно. Еще можно добавить, например, изюм или орехи на ваше усмотрение. Приготовьте, расскажите об этом в комментариях, расскажите, какие дополнительные ингредиенты вы добавили, мне будет очень интересно узнать. Форму для выпекания я смазываю очень-очень тоненьким слоем растительного масла, присыпаю манкой. Все излишки я стряхнула в умывальник. Кстати, диаметр моей формы 16,5 сантиметров. Специально замерила сегодня для вас. Отправляю сюда тесто, его немного, поэтому большая форма не нужна. Это вполне достаточно, оно очень хорошо поднимется во время выпекания. Выпечка получится красивая, воздушная, достаточно высокая. Выпекаем маник при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут. Мне обычно хватает 35 минут. Можно готовность проверить шпажкой. За это время он достаточно хорошо вырастет и подрумянится сверху. Если вы видите, что он немножечко сверху пригорает, можете его накрыть, например, фольгой. Ну что, друзья, маник уже испекся. Как я и говорила, достаточно хорошо поднимается для постной выпечки. Он еще горячий. Я хочу достать его из формочки и дать ему остыть на решетке. Кстати, если будете готовить в силиконовой формочке, ничем ее не смазывайте. Выпечка получается очень вкусная, чем-то напоминает бисквит, и есть вот такое вот желание ее чем-то пропитать. Поэтому можно оставить маник так, как есть, но я предпочитаю разрезать его на две части и смазать вареньем. Можно смазать каким-нибудь сиропом, тогда он будет намного вкуснее. Из вареньев я предпочитаю из красной смородины. Вы можете взять любое, и тоже обязательно расскажите об этом в комментариях под видео. С помощью ножика пилы разрезаю маник на две части. Посмотрите, какой он нежный. Я боюсь слишком сильно надавить, чтобы его не разломать. Очень красивая, пористая, нежная структура. Эту часть сейчас мы смажем вареньем. Если хотите, чтобы ваш маник был более большой, просто удвойте количество ингредиентов. Мне нравится вот такой маленький, аккуратненький. Съел, затем приготовил новый, свежий. Смажу обильно любимым вареньем. Оно хорошо его пропитает, и можно заваривать чай.
признаюсь честно, я уже дождаться не могу, чтобы устроить себе вкусное чаепитие с этим замечательным манником, с этой вкусной постной выпечкой. Сверху можно посыпать его сахарной пудрой. Выпечка воздушная, поэтому режется легко. Я отрезала один кусочек. Хочу вам показать. Вот, смотрите. Замечательный получается манник с вареньем. Просто загляденье. Выпечка постная, но несмотря на это, она очень вкусная. Понравится людям, которые не употребляют яйца, молоко, сметану, и просто для тех, кто соблюдает пост. Я надеюсь, он вам очень понравится. Жду ваших впечатлений в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте оценочки. Увидимся очень скоро с новыми рецептами. Пока-пока!